Всем привет! Меня зовут Ксения, я мастер по нанесению декоративной штукатурки. В этом видео я поделюсь с вами секретом, как можно сделать имитацию кирпича, что на стене позади меня. Первый этап – это подготовка поверхности. Я уже закрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Далее нужно загрунтовать всю поверхность бетоноконтактом. Наносить я его буду кисточкой. Смотреть, я думаю, вам это будет неинтересно, поэтому пропустим этот этап и перейдем сразу к нанесению плиточного клея. Я его уже размешала с водой. Берем шпатель и набираем материал на кельму. Удобнее работать пластиковой кельмой, но можно взять металлическую. Я нанесла тоненьким слоем. Теперь будем создавать рельеф. Набираем клей на центральную часть терки пластиковой. И этим будем формировать рисунок. Толщина уже здесь слоя будет больше. И рельеф получится глубже. Начинаем наносить. Прикладываем и примерно вот таким движением наносим. Так, продольный рисунок сделали, теперь кое-где нужно добавить наискосок, чтобы поверхность была более хаотичная. Плиточный клей нанесен. Сейчас он начинает подсыхать. Как только поверхность станет более светлой и пропадет глянец, я начну размечать кирпичи. Я вырезала из пенопласта муляж кирпича. Обводить его я буду петлей, которую можно купить в художественном магазине. Для начала нам потребуется уровень. Мы должны определить горизонталь, и от нее уже пойдут кирпичи вверх и вниз. Основная линия прочерчена. Далее мы берем широкий кирпич, вставляем его к поверхности и начинаем обводить его, срезая клей. Первый кирпичик обвели, дальше продолжаем остальные обводить точно так же.
Переставляем и обводим. Так как мы будем делать под старую кладку, поэтому сверху появится ряд из торцевых частей кирпича. Он более короткий. Берем щетку 1000 линий и кое-где добавляем таких глубинок такими набивными Движениями. Теперь берем сухую кисточку и вычищаем между кирпичей. Все, что такое сухое, сыпется, чтобы в дальнейшем не шкурить эти места. Берем распылитель, мочим поверхность и слегка приглаживаем то, что мы сделали щеткой. Вуаля. Ровненькая, но при этом фактурная поверхность была. Я закончила с кирпичной кладкой. Теперь нужно будет дождаться полного высыхания плиточного клея в течение суток. А далее раскрасим кирпичи в нужный цвет. Прошло чуть больше суток, поверхность наша высохла, теперь ее необходимо прогрунтовать. Возьмем грунтовку глубокого проникновения. И простым валиком нанесем ее на всю поверхность. Поверхность хорошо загрунтована. Теперь нужно будет подождать пару часов, а потом можно будет наносить краску. Наша грунтовка высохла. Теперь берем белую краску, наносим ее на губку и прокрашиваем только верхушки кирпичей.
Белая краска нанесена. Теперь я оторву скотч с краев образца и посмотрим, что у нас получилось. Готово. Наши декоративные кирпичи получились объемными с очень интересной фактурой. Белая краска подчеркнула созданный нами рельеф и хорошо проявила швы-кладки. Такой вариант создания декора стен выполняется достаточно просто. Покраска одним цветом не требует выдающихся художественных навыков, а получающийся результат смотрится очень профессионально. Подобная имитация кирпича хорошо подойдет для дизайна интерьера в стиле лофт. Кирпичная кладка достаточно светлая и будет хорошо смотреться в коридоре или на балконе, а также как акцентная стена в комнате или на кухне. Все материалы доступны и продаются в любом строительном магазине. Плюсом этой техники нанесения является отсутствие в работе огромного количества малярного скотча. Это уменьшит затраты при ремонте. Также использование обычного плиточного клея повышает износостойкость поверхности. В дальнейшем такую кладку легко реставрировать и перекрашивать. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Это поможет продвижению этого видео. Всем удачи и крепкого здоровья!